Вчера вечером беспрецедентное и жесткое решение было принято органами надзора и подразделением «Новая Россия», которые контролируют российский шоу-бизнес. Командиры подразделения Федор Бондарчук, Михаил Пореченков и Никита Михалков заявили, что все артисты, которые имеют проблемы с законом, вне зависимости от возраста и военно-учетной специальности, принудительно пройдут мобилизацию и отправятся на передовую. В частности, это российский певец Филипп Киркоров, который обвиняется в смерти своего поклонника и оскорблении чувств верующих людей во время юбилейного концерта. Кумир молодежи рэпер Тимати, 39-летний артист, дезертировал из подразделения «Новая Россия», не поставив в известность свое командование. Сейчас рэпер пытается оправдаться, однако решением подразделения он будет направлен на передовую. Известный парикмахер и стилист Сергей Зверев, так же как и Тимати, в последний момент дезертировал из подразделения и был задержан полицией. Артист служил в армии, имеет военно-учетную специальность и также будет отправлен на передовую. Певец Шура, несмотря на хроническое заболевание, он будет работать в военном театре по причине грубого нарушения оформления мобилизационных документов. Сын Наташи Королевой и Сергея Тарзана Архип Глушко. Уже почти полгода имя молодого человека мелькает на страницах интернета. Архип Сергеевич является виновником страшного ДТП, которое произошло в марте этого года. По вине молодого человека погибли 2 участницы Дома-2. Сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. 30-летний мужчина уже почти полгода замешан в крупном скандале. Помимо того, что внук Аллы Борисовны является одним из виновников пожара в замке Максима Галкина, он оскорбил чувства ветеранов войны Российской Федерации. 9 мая, в День Победы, он вывесил американский флаг на своем балконе, чем вызвал колоссальный гнев российской общественности. В связи со строгими правонарушениями было принято постановление также отправить молодого человека на передовую. Бывший мэтр российской эстрады Валерий Шатаевич Меладзе также является виновником ДТП в Монако. Несколько месяцев назад вместе со своим братом Константином они стали виновниками страшной трагедии. По их вине погибла молодая семейная пара. Брат Валерия, Константин, на данный момент находится в местах лишения свободы, а сам Валерий Шатаевич в связи с чудовищным правонарушением будет отправлен на мобилизацию. Ну и, наконец, главный герой недавнего скандала в военкомате Леонид Николаевич Агутин. Артист ранил охранника и сбежал из военного комиссариата прямо во время мобилизации. Артисту грозит большой тюремный срок, и было принято решение отправить его на передовую. Все ниже упомянутые артисты, вне зависимости от возраста и военно-учетной специальности, после прохождения обучения отправятся на передовую.